Ирисы, или, как их еще принято называть, петушки, касатик, либо фиалковый корень – одни из самых красивых и одновременно самых популярных и неприхотливых садовых растений. Ирисы – это многолетнее травянистое корневищное растение. В природе существует более 250 видов растения. Их можно встретить практически в любой части мира. Ирис в переводе с древнегреческого означает «радуга», что не случайно, ведь этот изумительно красивый цветок поражает богатством красок. Это травянистое растение, которое может достигать 1 метра в высоту. Корневище у него очень мощное, состоит из отдельных годичных звеньев, от которых образуются пучки листьев. Отличительными особенностями ириса являются его мечевидные листья и разноцветные цветы. Встречаются самые разные лепестки по красоте и оттенку, но не существует чисто алых, так как растение лишено гена, отвечающего за такой тон. Период цветения с мая по июнь. В аптеках можно купить корневище ириса, оно носит название фиалковый корень. Цветы обладают не только красотой, они имеют еще и целебную силу, лечебную для человеческого тела. Основными лечебными свойствами обладают корни растения. В них содержатся альдегиды, крахмал, аскорбиновая кислота, витамин С в заметных количествах, набор важнейших микроэлементов, дубильные вещества, смолы, эфирные масла, флавоноиды, каротиноиды, гликозид, иридин, сахара, разнообразные органические кислоты. В современной народной медицине отвар корневища ириса применяют как вяжущее, противовоспалительное, тонизирующее и мочегонное средство. Выкапывать корни следует на 3-й год после высадки в конце лета. Подготовленное сырье режут вдоль, сушат в хорошо проветриваемых помещениях или помещениях на открытом воздухе. Хранить сушеный корень необходимо в стеклянных банках или бумажных мешках до 3 лет. Полезных свойств этого растения очень много. Рассмотрим самые основные. Корень растения применяют для лечения респираторных инфекций. Благодаря эфирному маслу в составе растения, которое действует как отличный антисептик, ирис стал очень ценным при заболеваниях горла, при ангине, пневмонии, ларингите, бронхите и затяжном кашле. Средства из корня растения эффективны при заболеваниях органов пищеварения, гастриты, панкреатиты, колики, язвенная болезнь желудка. Ирис также способен улучшать печеночную деятельность, нормализовать состояние желчного пузыря. Корень ириса ценится как успокаивающее средство мягкого действия. При нервном истощении пьют настой из измельченных корней несколько раз в день. Применяют ирис и при отеках разного происхождения. Измельченный корень растения снимет дискомфорт и поможет от боли, если его использовать для сидячих ванн при геморрое. Корень ириса также является ценным лечебным средством для женщин. Его применяют при некоторых гинекологических заболеваниях. С помощью корня ириса лечат воспаление придатков, причем не только принимая средства внутрь, но и делая спринцевание. При маточных кровотечениях хорошо помогает применение настойки ириса на красном вине. При воспалении седалищного нерва, миозитах и артритах рекомендуется использовать настой корня ириса на подсолнечном масле для втирания в пораженные участки тела. Ирис возвращает здоровье волосам, избавляет от перхоти, останавливает выпадение волос. Ирисы также обладает антиоксидантными свойствами, поэтому отваром из корней протирает лицо для избавления от сухости кожи и возрастных морщин. Лечебные свойства ириса применяют и при прелестях и нейродермитах. Порошком из высушенных корней ириса присыпают пораженные участки кожи, гнойные раны, свищи и ожоги. Полезен корень ириса и для полости рта и здоровья зубов. От полоскания целебным отваром растения быстро проходит зубная боль. Также средства из ирисового корня эффективны при лечении стоматитов, при пародонтозе и воспалении ротовой полости. Из растения готовят отвары, настои, чаи, делают порошок для присыпок. Чтобы приготовить отвар, нужно взять 1 чайную ложку сухих и нарезанных корней ириса, заварить в 2 стаканах кипятка, кипятить 5 минут, затем настаивать 2 часа. Пьют такой отвар по половине стакана 4 раза в сутки до употребления пищи. Можно приготовить и настой корневищ для наружного применения. Для этого потребуется 1 чайная ложка измельченного корня на 1 стакан холодной воды. Настаивают 8 часов. Используют для полоскания, обмывания и примочек. Чтобы сделать спиртовую настойку корня ириса, необходимо 1 часть истолченного корня ириса настаивать 15 суток на 10 частях водки, процедить. Употреблять внутрь по 20-30 капель 3 раза в сутки, смешав с небольшим количеством воды, примерно 50 мл. Чтобы приготовить порошок из корня, сухие корневища растирают в ступке и используют как присыпку. Конечно же, у этого растения есть и противопоказания.
Противопоказания такие. Это индивидуальная непереносимость, беременность, период лактации, детский возраст, повышенное свертывание крови. Как видим, ирис является таким же красивым растением, как и полезным для человеческого здоровья. И любуясь этими необычными цветами, мы уже знаем, какими целебными свойствами обладает невидимая часть яркого ириса, его корневище. На этом у меня все. Спасибо за просмотр, будьте здоровы, всем хорошего самочувствия. Друзья, подписывайтесь на канал, ставьте лайки и пишите свои комментарии.